Всем привет, меня зовут Стрэндж, и я верю, что люди должны знать правду. Каждый день, каждый час и каждую минуту прямо сейчас кого-то похищают пришельцы. Это всегда драма для семьи и близких похищенного, ведь они никогда не узнают правду о том, куда пропал их близкий человек. В моих руках сейчас секретные документы касаемо одного таинственного похищения. История ужасна и невероятно интересная одновременно. Изучив все материалы, я принял решение дать огласку. Так как материалов слишком много, то история выйдет в 3 частях. Как всегда, в целях безопасности моих источников все имена изменены, а документам придан художественный окрас. Итак, я начинаю. Молодой мужчина по имени Майкл сидел на песке, который, несмотря на вечер, все еще был теплым. Он и его жена Мария любовались закатом и были счастливы. Майкл долго планировал этот отпуск, застраховался от всего, от сверхурочных, которые активно навязывал его дурак-начальник, от различных форс-мажоров. В итоге все случилось именно так, как он и задумывал. И вот они, молодая семья Хатчинсон, Майкл, Мария и их 5-летний сынок Дэниел отдыхают на Коронадо, штат Сан-Диего, Калифорния. Мужчина пил прохладительный пепси и обнимал жену за плечо. Ее белокурые волосы приятно ласкали шею. Было надежно и спокойно. Солнце медленно опускалось за горизонт, наполняя океан желто-рубиновым светом. Мария оторвалась от плеча мужа и прокричала, обернувшись назад, туда, где прямо на песке пляжа стояла небольшая 3-местная палатка. «Дэниел, беги к нам, посмотри, какой океан красивый!» Из палатки, сжимая пакетик с печеньем, вышел темненький мальчуган, улыбнулся, глядя на маму и папу, обул сандалии у входа в палатку и побежал к родителям. Мальчик был очень похож на мать, американку итальянского происхождения. Дэниел втиснулся между родителей и удобно примостился, глядя во все глаза на океан. «Папочка, а в океане киты водятся?» Мужчина потянул к себе с песка пачку сигарет, выудил одну и закурил, выпустив дым в сторону. «Конечно, и киты, и всякие морские чудовища. Бу!» Женщина рассмеялась и с игривой укоризной посмотрела на мужа. «Майкл!» Мужчина снова затянулся, удивленно вытянулся. «Ну а что, я же на флоте служил!» Тут интонация мужчины изменилась, он стал изображать отчаянного пирата из детского мультфильма. «Йо-хо-хо, сколько я всякой всячины навидался! Я гарпонил Моби Дика, вот этой самой рукой!» Мужчина вскочил и стал пританцовывать. «Я избороздил все 7 морей и стоял под полями, когда картечь сыпалась с неба на палубу. Мне тогда ногу оторвало проклятым английским ядром, а после она снова приросла». Мальчик смеялся и хлопал в ладоши. Мария иронично улыбалась, но смотрела счастливыми и влюбленными глазами. Майкл закончил свое импровизированное выступление, а длилось оно никак не меньше 15 минут. Что было, то было. Молодой мужчина обладал незаурядной фантазией и жизнелюбием. Солнце уже скрылось за горизонтом, освещая небо тусклым меркнущим светом вверх. На потемневшей полосе неба появились звезды. Дэниел сонно зевнул. Мария притянула его к себе. «Все, малыш, становится холодно, да и ты спишь уже. Иди в палатку, укладывайся. Мама скоро будет». Малыш поцеловал маму в щечку и пошел в палатку. Женщина что-то вспомнила и пошла за ним, подмигнув мужу. Уложив сына, она тихонько, чтобы не шуметь, расстегнула небольшую сумку-холодильник и вынула 2 банки пива. Одну для себя, другую для мужа. «Ну что, милый, за отпуск?» Мария и Майкл чокнулись 2 жестяными банками. «Знаешь, милая, в такие минуты я чувствую себя счастливым человеком». «Я тоже, дорогой». Мария потянулась губами к мужу, поцеловала его и обняла. Муж обнял жену в ответ и стал мягко толкать ее с собой на песок, целуя сверху. Через час, может быть 2, истомленные любовью тела лежали прямо на накидке, постеленные заранее. Было спокойно и обыкновенно. Хотелось жить и радоваться жизни. «Мы так далеко забрались, милый. В какой стороне Вашингтон?» Голова жены удобно лежала на груди Майкла. Он гладил ее волосы, чувствуя влажный песок на пальцах. «Даже не знаю, милая. Наверное, там». Мужчина ткнул пальцем наугад в сторону. «А вообще, знаешь, милая, я очень рад, что у нас наконец удалось вырваться.
Ты заслужил этот отдых. Год был тот еще. Да и для Дэнни полезно оторваться от дома. Он счастлив, я думаю. И я счастлив, дорогой. Мужчина потянулся. Вот и славно. Может, ополоснемся? Давай, и будем укладываться. Какие планы на завтра? Ну, проснемся, свернем палатку и, конечно же, поедем дальше исследовать Коронадо. Мужчина и женщина, держась за руки, входили в воду океана, поверхность которого призрачно мерцала лунным светом, отражающимся в мириардных облаках планктона, вынесенного течением к прибрежью. Момент был таинственным, радующим и немного тревожным. Майкл плыл на спине, рядом с ним была Мария. Оба смотрели на звезды и не слышали друг друга ушами, погруженными в воду. В этот момент муж и жена ощущали вращение планеты, любовались Млечным Путем с вкраплениями миллиардов звезд и туманностей. Зрелище завораживало. Но грандиозность небесных звезд оставляла в душе отпечаток, напоминала о собственной незначительности и ничтожности в картине мира. Мария поежилась, тело потеряло баланс и начало уходить в воду. Мужчина быстро подхватил ее, ступив на дно, и понес жену к берегу на руках. «Как думаешь, любимый, мы одни во вселенной?» Мужчина легко нес обнаженную жену на руках, но думал немного о другом. О том, что Дэниел уже спит, а то увидел бы маму и папу в естественном виде. Встряхнул мокрыми волосами. «Думаю, милая, нам нужно вытереться и одеться. А по поводу вселенной, ну, я уверен, что мы не одни. Может быть, и сейчас за нами кто-то наблюдает, а?» Майкл издал пугающий звук «бу» и ласково укусил жену в шею губами. Из заключения предварительной следственной комиссии Департамента расследований штат Калифорния, Сан-Диего. В 6 часов утра при санитарном обходе пляжной зоны на западном побережье острова Коронадо сотрудниками администрации курорта Диего Резорт была обнаружена трехместная палатка, сожженная с одного края, и обнаженный мужчина без сознания. На место была вызвана полиция и сотрудники второго управления береговой охраны. Мужчине требовалась немедленная медицинская помощь, которая была оказана штатным врачом береговой охраны. Позже мужчина был доставлен в госпиталь Сан-Кристофан по Федерико 26. Майкл бился в машине скорой помощи, придя в себя. Кричал, требовал, чтобы машину остановили. Из-за его криков врачи ничего не могли понять, констатировали сильнейший шок. Когда Майкл привстал с койки-каталки и ухватил за шиворот одного из врачей, медицинская сестра вколола ему ампулу седативного средства. Майкл стал обмякать на койке. Врач привык к различного рода реакциям, и в этот раз он просто поправил воротник халата, окинул Майкла скептическим взглядом. Основные показатели здоровья были в норме. Диагностирован сильный ушиб спины, небольшой ожог под правым соском. Дальнейший осмотр будет произведен в клинике. Предварительно можно сделать вывод о том, что состояние мужчины не вызывает беспокойства за жизнь. Ожог под правым соском круглый, с ровными краями, был ошибочно принят за пулевое, слепое ранение из мелкокалиберного или травматического оружия. Но врач скорой помощи опроверг это предположение. Обычный закрытый ожог, возможно, от сигареты. Врач всякого понасмотрелся и всяких. Недавно подобрали женщину, которую избил и отымел ее бойфренд, а потом тушил об ее ягодице сигареты. Так мало того, сама же жертва в кавычках требовала как можно скорее отпустить ее к любвеобильному ухажеру со странностями. Майкл лежал в медицинской палате. Фиксацию с рук давно сняли. Придя в сознание, он понял сам, что буйством ничего не добиться. Скрипя сердцем, он держался, отвечал внятно, периодически голос, правда, срывался, но в рамках. Хотя в его душе творился ад, в котором он и сам не мог разобраться. «Я в 100-й раз вам говорю, я был на пляже с женой и ребенком, они пропали, блять, вы что, не понимаете или нет, они пропали!» Напротив койки сидел полный, усатый детектив. Рубашка едва сходилась на пузе. Вид был несколько смешным. Это был инспектор Фоулис, прозванный коллегами Тощим Лисом. Несмотря на абсурдный и смешноватый внешний вид, инспектор был асом своего дела. «Мистер Хатчинсон, нами была организована поисковая группа сразу же, после того, как вы сказали о пропаже вашей супруги и сына. Поймите, чем откровеннее вы расскажете нам об обстоятельствах того вечера, тем быстрее мы получим результат. Это моя работа». «Так как чего вы, блядь, тут сидите-то, а? Я уже вам все рассказал».
Детектив смотрел ясно и просто, доброжелательно, но сохранял абсолютную серьезность. В очередной раз одно и то же. Потерпевший обвиняет сотрудников уголовного департамента и думает, что работа детектива заключается в том, чтобы поглощать кофе галлонами, жрать пончики и ничего не делать. Достали. Я понимаю ваше волнение, мисс Хатчинсон, но прошу вас, давайте еще раз вспомним обстоятельства того вечера. Майкл вздохнул, вцепился ладонью в простынь и сильно сжал пальцы. Он едва сдерживался, чтобы снова не впасть в истерику. Я уже говорил и повторяю, я со своей семьей с вечера остановился на побережье. Мы разбили эту чертову палатку, проводили время. Потом я не могу вспомнить точно, но моя жена упала на песок, что-то потащило ее. Ну, не знаю, невидимое, потому что она просто исчезла. Мужчина затрясся. Медсестра, стоящая рядом с инспектором, вышла в коридор. И через минуту в палату вошел врач. Простите, инспектор. Еще пару минут и все. Пациент пребывает в состоянии сильнейшего нервного и неврологического стресса. Инспектор не обращал внимания на врача. Мистер Хатчинсон, вы видели тех, кто утащил ее? Нет! Она просто покрылась светом и улетела к небу. То же самое потом произошло с моим сыном, блять, ты это понять что ли не можешь? Он спал. Где моя семья? Врач безапелляционно указал детективу на двери и подошел к койке, обратился к медсестре. Подготовьте полкубика клозапина. Потом подготовьте пациента к психиатрическому осмотру. Майкл, получивший укол, посмотрел на детектива. Сознание начало заволакивать туманом. Найдите их. Пожалуйста, найдите. Детектив Фоулис надел шляпу и пошел к выходу. Отчетливо проговорил. Это моя работа. Вечером, через 3 дня, детектив сидел в своем кабинете, в котором помимо казенной мебели и оргтехники можно было разглядеть памятные для мужчины предметы. В шкафу под стеклом стояли разномастные кубки за победу в стрелковых соревнованиях и на чемпионате по боулингу в местном Кегельбаме между смежными управлениями. Также под стеклом на видном месте стоял немного подогнутый детский рисунок с милой надписью «Папочка». Детектив Фоулис сидел за столом, протянул по поверхности столешницы диктофон и включил его. Голос Майкла казался далеким. Чтобы понять боль мужчины и его панику, нужно было видеть его. Однако запись предназначалась не для того, чтобы переслушать ее ради праздности. Оперативная аудиозапись предназначалась для ушей психолога Саманты Крайн, которая прославилась на недавнем деле поимки сексуального маньяка, орудовавшего на побережье в Сан-Диего. «Что скажешь, Саманта?» Красивая, ухоженная женщина в деловом костюме присела на стул. «Что тут можно сказать? Мужчина в состоянии крайнего стресса. Чем-то напуган. Он постоянно спрашивает, где его семья. Вероятно, он стал свидетелем чего-то ужасного. Может, наркотики?» Инспектор отрицательно покачал головой. «Нет. Анализы показали только 0,5 промилле, что соответствует примерно банке пива?» Инспектор кивнул. «Да, кроме того, Хатчинсон на хорошем счету по месту работы. Он клерк-юрист в Вашингтонском строительном тресте. Да и мне чутье подсказывает, что действительно произошло что-то ужасное. Саманта, а что по поводу его показания Свете и летающей жене и сыне?» Женщина нахмурилась. «Понимаешь, Марк?» Саманта обратилась к инспектору по имени. «Это может быть защитная реакция психики на сильный стресс. Его жену и ребенка могли тупо изнасиловать прямо у него на глазах. Могли просто убить. Там есть следы?» Инспектор снова отрицательно покачал головой. «Нет. Предварительный осмотр места происшествия не дал никаких следов. Участок был оцеплен, но в полдень там был уже настоящий бардак. Сама понимаешь, мы не можем выставить охрану на пляже». «Понимаю. Никаких абсолютно следов, может, кровь?» «Нет. Нашли только одну, оплавленную пивную банку. С ней разбираются эксперты. По банке, кстати, мы смогли идентифицировать личность потерпевшего, отпечатки пальцев. Сам он первое время не помнил своего имени, но при этом отчетливо помнил о пропаже жены и ребенка, яркий свет там и полет свой, все». Саманта нахмурилась. «Яркий свет, палатка на пляже.
Помнишь, мы расследовали дело пляжного светлячка? Ну, того придурка, который вырывался в палатки к парочкам, слепил их мощным фонариком, а потом резал. Кажется, одна из жертв уцелела? Да, Сидни Мансфорд. Ну, только, как ты помнишь, светлячка приговорили к 2 пожизненным срокам, и сейчас он отбывает наказание в тюрьме штата. Может, подражатель? А могу я сама провести беседу с мистером Хатчинсон? Хорошо, детка, но мы попытаемся это устроить. Самому потерпевшему просто назначена психиатрическая экспертиза. С вами снова Стрэндж. Не забудьте подписаться на канал и нажимайте на колокольчик. Все уведомления. Так вы не пропустите продолжение этой страшной истории. А также высылайте мне на почту свои истории, связанные с пришельцами. Контакты вы найдете в разделе о канале. Вместе мы заставим власти всех стран раскрыть всю имеющуюся у них информацию. Ведь люди должны знать правду.